Вы знаете, что на YouTube есть авторы с 10 миллионами подписчиков. Аудитория у каждого из них больше, чем население Нью-Йорка. В чем их секрет? С вами Мэтт Колвелл. Я анализирую каналы других авторов и сам публикую контент на YouTube. Сегодня мы поговорим о том, что нужно делать, чтобы стать успешным автором. Чтобы создать популярный ролик, нужна оригинальная идея. Придумать ее непросто, но многим это удается. Создать несколько популярных видео еще сложнее, но некоторые авторы справляются и с такой задачей. То, о чем мы будем говорить сегодня, это результат наших исследований, которые помогли нам определить секрет успеха. Посмотрев на работу успешных авторов, я вывел 10 принципов, которым стоит следовать, чтобы сделать свой канал успешным. Если у вас есть идея для канала или неопубликованные видео, примените эти принципы, и вы поймете, что улучшить. Кстати, почему одного популярного ролика мало? Дело в том, что он не дает долгосрочного результата. Рано или поздно его перестают смотреть. Поэтому, если вы хотите надолго удержать аудиторию, постарайтесь найти такую идею, которая поможет вам создать не одно видео, а сразу несколько, целую серию роликов. Не относитесь к этим принципам как к обязательному списку действий. Следовать им вовсе не обязательно. Просто с ними добиться успеха будет проще. Ну как, вы готовы? Тогда представьте себе свой канал, и мы начнем. Первый принцип – контент, которым хочется делиться. Захотят ли зрители переслать ваше видео друзьям? Если зрители отправляют ссылки на ваши ролики друзьям и близким, значит, успех близок. На мой взгляд, главное – стараться снимать так, чтобы зрителям захотелось поделиться вашим видео с друзьями. Одно дело – опубликовать ролик, который просто наберет сколько-то просмотров. Другое – снять видео, которое зрители разошлют друг другу и привлекут на ваш канал новую аудиторию. Нельзя просто сказать «у меня классный ролик, поэтому им будут делиться». Задайте себе вопрос, чем именно он понравится вашим зрителям? Тем, что будет посвящен актуальной теме? Заставит смеяться или, наоборот, плакать? А может, будет чем-то полезен? Обо всем этом нужно подумать заранее. И вот еще что. Вспомните, какими видео делитесь вы сами, что вас побудило сделать это. Что до меня, обычно я делюсь тем, что меня поразило, тем, что я не видел раньше, что стало для меня чем-то новым, свежим и захватывающим. Тем, чем захочется поделиться и вам, когда вы это увидите. У меня есть друзья Ред и Линк. Они тоже ведут свой канал на YouTube. И когда они думают о том, захотят ли зрители поделиться новым видео, они проверяют это просто. Они задают себе вопрос: можно ли сформулировать, о чем говорится в видео, одним простым предложением? И захочется ли, прочитав его, посмотреть ролик? Если одним предложением не обойтись, зрителям будет сложнее объяснить, что такого особенного в этом видео. Смысл в том, чтобы снимать такие видео, которыми будет легко поделиться. Еще даже не начав писать сценарий, они стараются поставить себя на место зрителей и представить, какое описание они добавят, когда будут делиться роликом. Советую вам тоже потратить несколько минут и записать несколько таких сообщений. Помните, чем активнее зрители делятся видео, тем лучше растет канал. Второй принцип – общайтесь со зрителями. Поддерживаете ли вы диалог? YouTube – это социальная платформа с большим сообществом пользователей. Многие авторы здесь налаживают дружеские отношения с аудиторией. Если вы будете обращаться к своим зрителям напрямую, как я сейчас, это наверняка поможет вам установить контакт с ними. Именно этого я сейчас и стараюсь достичь. Суть здесь не в том, чтобы просто говорить в камеру, будто вы репортер. Нужно беседовать со зрителями, иногда даже обращаться к некоторым из них по имени. Даже сценарий не помеха общению, что подтверждают самые успешные веб-сериалы. Lonely Girl 15, The Guild и The Lizzie Bennet Diaries. В них со зрителями общаются не авторы, а вымышленные персонажи. И подписчикам это все равно нравится. Ну как у вас дела? Обращаться к зрителям можно по-разному.
Например, в популярном сериале Canvas with My 2-year-old актеры вообще не говорят на камеру, но зато авторы периодически загружают вот такие видео. Всем привет! Сегодня мы хотим ответить на те вопросы, которые вы нам прислали. Их накопилось уже много, целые сотни, если не тысячи. Так что даже если вы будете иногда делать что-нибудь в этом роде, вам будет проще установить связь с аудиторией. Главное – общаться со зрителями. Выбор удобного способа и формата остается за вами. Вспомните авторов, которые активно общаются с аудиторией. Какие их приемы можно взять на заметку? Третий принцип – будьте интерактивны. Удастся ли вам вовлечь зрителя в диалог? На YouTube всегда есть отличная возможность. Вы можете приглашать зрителей к диалогу. Можно просто отвечать на вопросы зрителей. А можно даже включать в свои видео фрагменты их работ. Можно даже спросить у них, на какую тему лучше сделать следующий ролик. Читайте их комментарии, смотрите на их реакцию. Когда автор учитывает пожелания зрителей, это здорово. Приглашая зрителей участвовать в жизни канала, вы демонстрируете свой интерес к ним и удерживаете их внимание. Так делают авторы роликов Epic Rap Battles of History, в каждом из которых два персонажа соревнуются в искусстве чтения рэпа. Это забавно и интересно, многие без ума от этого канала. Но главное в этих роликах то, что в конце каждого эпизода авторы предлагают зрителям самим выбрать победителя. Кто лучше? Что дальше? Вам решать. Так авторы узнают у зрителей, кто победил на этот раз и кого они ждут в следующих выпусках. Тому, чья идея берется за основу нового эпизода, выражается благодарность. Когда вы благодарите зрителей в концовке выпусков, что я и делаю в шоу Fact Surgery, это очень круто. Зрители чувствуют, что решение зависит от них, что они внесли свой вклад в создание ролика. Это очень важно, потому что они участвуют в жизни канала. Итак, как сделать канал интерактивным? Подумайте, как вовлечь зрителей в диалог и опробуйте несколько вариантов. Это наверняка понравится вашим зрителям, я уверен. Четвертый принцип – стремитесь к единообразию. Что может объединить все ваши видео? Все популярные авторы сходятся в одном. Принцип единообразия крайне важен для успеха канала. Но разные люди понимают единообразие по-разному. Кто-то считает, что главное – это расписание, то есть загружать видео по определенным дням. Так поступают и на телевидении, подстраиваются под ритм жизни зрителей. На баннере моего канала есть надпись «Новые рецепты каждую субботу». Это отличный способ удержать аудиторию. Зрители знают, когда приходить за новым видео. Все это помогает создать особую атмосферу. Сегодня вечер четверга, и я с нетерпением жду завтрашнего дня. Почему? Потому что я знаю, что каждую пятницу вы загружаете новые видео. Другие авторы под единообразием понимают наличие одних и тех же героев во всех роликах. Меняются только сюжеты, а люди остаются. Еще ролики могут быть единообразными по своему формату. Equals Tree, Man vs. Pen, Good Mythical Morning. Во всех эпизодах этих шоу есть что-то повторяющееся. Это одинаковые заставки или одинаковая структура роликов, а может быть одинаковое оформление или слоганы. Я Робби Моц, и мне нравится это сообщение. И, наконец, единый тон. Я говорю не о вашем голосе, а о настроении, которое создает канал. Хороший пример – Vice News. Их видео всегда реалистичны, и каждый их ролик легко узнать. А каким вы видите свой единообразный канал? Пятый принцип – ориентируйтесь на целевую аудиторию. Определились ли вы с таргетингом? Итак, вы сняли первое видео и стремитесь поделиться им со всем миром, так? Но опытные авторы скажут вам, что лучше всего заранее определить, кто будет вашей аудиторией. Аудитория может быть очень широкой, например, молодые родители, или совсем узкой, как коллекционеры каких-то особых игрушек. Аудиторию можно определять по-разному, например, на уровне всего канала. Пример – Bro Science Life – комедийный канал для любителей фитнеса.
Если вы из той же породы людей, что и я, и любите заниматься сидя, вам точно понравится. Расслабленный подход лежа. Это канал для тех, кто много тренируется. У этой аудитории не было своего юмористического канала, а здесь автору удалось по-новому и с юмором взглянуть на фитнес. Есть и еще один способ – снимать отдельное шоу, как делает The Guild. Как думаете, на кого рассчитан этот канал? Угадать легко – на геймеров, а точнее на тех, кто играет в World of Warcraft. Любителей этой игры много, но пока не появился The Guild, у них практически не было своих шоу. Целевыми могут быть и отдельные видео. Давайте рассмотрим один яркий пример. Как достать жителей Нью-Йорка за 36 секунд? Уже одно название говорит о многом. Итак, 3 уровня – канал, шоу и видео. Каждый по-своему хорош. Многие авторы согласны в том, что чем точнее вы определите аудиторию, тем проще вам будет ее привлечь. Если вы сотрудничаете с компаниями или с другими каналами, расскажите им о своей аудитории и всегда помните о ее предпочтениях. Теперь вопросы к вам. К кому бы вы хотели обращаться в своих видео? Есть ли аудитория, для которой еще нет канала? 6-й принцип – постоянство. Сможете ли вы поддерживать свой канал? Чтобы канал стал популярным, нужно время. Некоторые звезды YouTube развивали свои каналы годами. Не обязательно делать так же. Главное – заранее точно оценить свои возможности. Есть ли у вас ресурсы для длительной работы, бюджет, актеры, команда, место для съемки и, главное, хватит ли у вас сил? Например, автор канала Jax Films снимает интересное видео без лишних затрат. В выпусках своего шоу Your Grammar Sucks он читает смешные комментарии с YouTube. This kid is going places. Not collage, but places. He's back. Hallelujah. Your face is like Angelina Golly. This give me think how short life is. Lol. He drunks 1 beer and he is drunk. What a rubish. Yo, what's up? Let's have lunch. Для съемок Джону достаточно зеленого экрана. Это просто. Поэтому он загружает новое видео довольно часто. Во многом именно благодаря своему постоянству он и собрал такую аудиторию. Канал The Fine Bros – еще один отличный пример. Братья на YouTube с 2006 года, и их канал по-прежнему популярен. Они объясняют это просто. Если мы не можем снять 3 видео за день, мы ищем новую идею. Это блоковая съемка. Снимаете несколько роликов и загружаете их с интервалами. По-моему, неплохая идея. Если ваша цель постоянство, постарайтесь сделать так, чтобы съемка отнимала меньше времени. Или чтобы за один раз у вас набиралось много материала, который потом можно будет использовать для других роликов. Вы, конечно, можете снимать хорошо проработанные видео, но лучше иметь второе шоу попроще, чтобы поддерживать интерес зрителей. Теперь вопрос. Как вы считаете, что самое сложное в съемке шоу и как можно сделать ее легче? 7-й принцип – обнаруживаемость видео. Легко ли зрителям находить ваше видео на YouTube? Поговорим о том, что сделать, чтобы ваши ролики чаще появлялись в поиске и среди похожих видео. Похожие видео видны справа на странице просмотра. Они же появляются в конце ролика. Поисковые запросы делятся на 2 типа – событийные и запросы на вечные темы. Событийные связаны с выборами, праздниками, олимпиадами, происшествиями, соревнованиями. Ролики, которые обычно привлекают на наш канал много новых зрителей, часто посвящены каким-нибудь заметным событиям. Видео, посвященные популярным событиям, могут принести вам подписчиков в краткие сроки. Запросы на вечные темы популярны всегда. Например, инструкции «Как завязать галстук». Или это может быть классика современной культуры «Звездные войны», «Супермен», «Джастин Бибер». Если следить за новостями и разобраться в том, какие темы популярны всегда, вы сможете снимать видео, которые будут привлекать новых зрителей. Хотите еще совет? Введите букву в строку поиска. Вы увидите самые популярные запросы. Так, на букву «Д» на первом месте дабстеп, а на 2-м – Дрейк. Введите «Как» – появятся популярные учебные видео.
Еще совет. Чтобы ваше видео было проще найти, их нужно оптимизировать, подобрав правильное название, теги и описание. Как это сделать, вы можете узнать из уроков в Академии для авторов. 8-й принцип – доступность. Поймут ли ваши видео те, кто смотрит их впервые? С вами случалось так, что вы пропустили первый сезон сериала и не можете понять, что происходит на экране? Со мной случалось. Думаю, с вами тоже. Убедитесь, что ваш контент понятен новым зрителям. Тогда они смогут начать с любого выпуска, который найдут в соцсети, через поиск или в списке похожих видео. Помните, что они еще ничего не знают о вашем канале, поэтому им нужно немного помочь, иначе они тут же уйдут. Сделайте все, чтобы новичкам было проще. Если сюжет разворачивается на протяжении нескольких роликов, есть пара полезных приемов. Можно в каждом выпуске рассказывать, что происходило в предыдущих. Так новым зрителям будет проще. Кроме того, можно давать ссылки на предыдущие серии в аннотациях или в описании ролика. Итак, доступность. Подумайте, понятны ли ваши видео новичкам? Да или нет? 9-й принцип – сотрудничество. Есть ли у вас на примете потенциальные соавторы? Лучший способ быстро привлечь подписчиков – сотрудничать с авторами, у которых уже есть свои поклонники. Речь идет о совместных видео на вашем канале или на канале соавтора. Если вы сниметесь с известным автором, ролик посмотрят его многочисленные подписчики, которые уже давно на YouTube поставят лайк, напишут комментарий. Если вы им понравитесь, они подпишутся на ваш канал. Я сам знаю случаи, когда один ролик привлекал десятки тысяч подписчиков. Не обязательно жить в одном городе или в одной стране. Если вы живете далеко, можно просто переслать видео. Это очень интересный способ общения с другими авторами. Кроме того, сотрудничество – прекрасная возможность найти друзей. Общайтесь с другими авторами лично и в интернете. Это полезно, ведь вы сможете обменяться опытом и найти новых друзей, потому что другой автор лучше всех поймет, с какими сложностями вы сталкиваетесь. Несколько советов о том, как лучше наладить сотрудничество. Во-первых, найдите канал с похожей аудиторией. Если ваша тема выпечка, нужно ли сотрудничать с автором канала для геймеров? Подумайте о зрителях. Смысл в том, чтобы найти людей, которым должны нравиться оба канала. Если ваш соавтор производит только определенный тип контента, который совершенно не похож на то, что снимаете вы, то пользы от такого сотрудничества не будет. Во-вторых, сделайте так, чтобы соавтору понравилось работать с вами. Представьте гостя в выгодном свете. Если он останется доволен своей ролью и готовым видео, то расскажет о совместном проекте друзьям и зрителям. Итак, сотрудничество – отличный способ сразу найти много новых зрителей. 10-й принцип – вдохновение. Приходит ли к вам настоящее вдохновение? Это очень важный принцип. Более того, многие авторы считают, что самый важный. Без него не получится развивать канал. Посмотрите на успешных авторов YouTube. Многие из них в восторге от того, что занимаются любимым делом. Сейчас 6 часов утра, а я еще не ложилась спать. Я не спала всю ночь и читала ваши письма. Зрители обязательно заметят ваши эмоции. Да и вам будет проще и веселее делать то, что по-настоящему нравится. Как же понять, что вас интересует? Подумайте о любимом хобби, спорте, сериале, блоге. Вспомните все то, что вам нравится, о чем вы любите поговорить или рассказать. Если идея нравится зрителям, но вы не готовы развивать ее в течение долгого времени, лучше сразу от нее отказаться. Прежде всего, она должна интересовать вас, и уже потом зрителей. Итак, вдохновение. Приходит ли к вам настоящее вдохновение? Что ж, ну вот и все. Это были 10 принципов творчества от ведущих авторов YouTube. Они станут хорошим руководством для проверки ваших идей. Можно проверить новую мысль или вернуться к одной из старых. Следовать им вовсе не обязательно, но прислушаться полезно. С вами был Мэтт Ковал. Вот мой канал youtube.com/MattKoval. Спасибо.